Всем привет! В этом уроке мы опять затронем тему с рисованием тела, но уже более подробно углубимся в пропорции. В прошлом видео я вам рассказывал, как рисовать тело таким, так сказать, колхозным методом, в котором мы никак не затрагивали пропорции. Нужно это как-то исправлять, и поэтому будем сегодня строить тело как полагается. Итак, давайте сразу определимся, что построение тела всегда нужно начинать с определения размера головы, так как мы будем опираться именно на нее. Давайте наметим ее размеры и уже будем идти по нарастающей. Я не буду сильно прям вообще детально прорисовывать, просто вот так вот схематично. Вот, где-то вот такая голова. В этом уроке я не буду затрагивать ноги, поэтому намечу только руки. Ноги мы оставим уже как-нибудь на другой раз, когда дело дойдет и до них. Теперь нам надо определиться, какого возраста и пола у нас будет человек. Я возьму пока девушку, в последующих видео мы затронем и мужчину. Надо сразу для себя понять, что возраст влияет на рост человека. То есть вам нужно понять, кого вы хотите нарисовать: ребенка, девочку, либо же уже довольно-таки взрослую девушку. Сейчас мы прорисуем ребенка, девочку и девушку, чтобы вам было сразу видно, какие принципиальные отличия между ними есть. Сначала мы нарисуем ребенка, как я уже сказал, сразу намечаем голову, потом проводим осевую линию и уже вниз откладываем примерно еще 3 головы. То есть раз, два, 3. Теперь уже прорисовываем само тело. Тут уже у нас все будет простенько, ничего особо прорисовывать не надо, так как это ребенок. Длина рук будет у нас идти до конца паха, но я вам сейчас все покажу. Рассказывать прям как рисовать тело я в принципе не буду, потому что это все было сказано в прошлом видео. Если вы не смотрели его, то для начала посмотрите именно его. Я думаю, дальше ноги не стоит прорисовывать, потому что, как бы тут уже видно. Вот. Руки у нас идут до пояса и далее уже до паха, как я уже и говорил. И дальше уже идут кисти. А теперь нарисуем девочку. Все так же намечаем голову после оси симметрии. Далее нам требуется отложить уже примерно 5 голов вниз. Именно здесь у нас уже тело будет размером в 2 головы, а остальное уже все будет ноги. Здесь я также ноги не буду прорисовывать, а только вот бедра проделаю и все. Ну вот, в принципе, как-то так. И, наконец, давайте нарисуем уже вполне взрослую девушку. Сначала также начинаем с головы. После откладываем ось симметрии. Тут у меня уже не влезет полный рост девушки, поэтому я нарисую до вот этих мест. Вниз уже нужно отложить, будет у нас 6 голов. Мы отложили 6 голов. Теперь проделываем все то же самое, что здесь. Кстати, да, хочу заметить то, что между ребенком и девочкой уже есть принципиальная разница, потому что у ребенка, в принципе, прям вот таких половых признаков еще не выделяется, не сформировалось тело, поэтому оно такое для мальчика и для девочки, в принципе, одно и то же. Здесь у нас уже более как-то фигуристо тело выходит, поэтому уже сразу заметна разница.
разницу. Тут у нас уже где-то будет 2 или, ну, почти 3 головы, само тело. И далее уже все ноги будет. Итак, прорисуем. Руки у нас также идут, как и в прошлый раз. Половина тела, пояс и далее уже остальное. Нужно не забывать то, что у нас вот эти две части руки должны быть одинаковыми. И ладонь должна быть размером с лицо. Ну, по брови где-то примерно. Далее мы уже прорисуем ноги. Колени у нас где-то находятся примерно на... Раз, два, три... Ну, примерно где-то в конце 5-й головы, начале 6-й. Да. Здесь у нас колени находятся на... Почти на середине 4-й головы. Раз, два, три, четыре. Да, в половине 4-й головы где-то примерно. Это чтобы не было вопросов. Далее уже сами ноги идут. Тут у меня уже не влезает немного. Ну вроде бы у нас получилось что-то. Вот, сразу заметна разница между возрастами. Как у нас изменяется тело. То есть, ну, тут как бы невооруженным глазом видно. Вот. Рисовал я, как я уже сказал, по методике, которую я объяснял в прошлом видео. Вот, поэтому я не объяснял, как это рисовать, в надежде то, что вы смотрели его. Если нет, то еще раз посмотрите, чтобы уже понимать, что мы здесь сделали. На коленях у нас так вот кружочки здесь. Вот и все. Думаю, по пропорциям я рассказал более-менее достаточно для начала. Вот, надеюсь, что вам было более-менее понятно. Во всяком случае, вы можете написать в комментарии, что у вас не вышло. Я почти всегда отвечаю всем, так что пишите. Ставьте лайки, так я пойму то, что вам действительно интересно то, что я для вас делаю. Я думаю, мы сможем набрать 300 лайков. Как наберется 300 лайков, я начну думать над новым видео. Все зависит от вас и от вашего желания. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые видео, если вы, конечно, не подписаны. Включайте колокольчик, дабы не профукать новые видео. И, в общем, пока-пока. Я буду рад, если ты подпишешься на мой канал, а также предлагаю тебе посмотреть другие мои видео.